Мне интересно, какая она ему привлекательная. Племянница... Ой, ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Извините. Никита Шарм. Никита! Ты смог! Охуеть, Никита! Отталкивающе, блять, вот мы столкнулись с тем, что ему что-то уже не нравится. А почему она ему не нравится, кстати, интересно? Я не помню, какие у него вкусы. Давай посмотрим. Ну, вообще-то грустно, потому что в этот момент Минт, да, умирает. Она очень неожиданно меня атаковала своей любовью. Нет, ты чё, какой ты преданный, блядь. Луна, сука, Луна, отъебись, блядь, ну пожалуйста. Это 8-й уровень карьеры. Здорово, кровичата, это Alcherlay The Sims 4, и сегодня мы играем в Not So Berry. Мы в прошлом выпуске выпустились наконец-то из университета, так что сейчас мы будем заниматься взрослыми делами, наконец-то, потому что мы не учимся и уже просто работаем, между прочим, на очень высокой должности. Давайте быстренько пробежимся, потому что мы уже достигли. У нас жизненная цель, серийный романтик 2 из 4. Мы карьеру завершили уже на 8 из 10. У нас пока еще нет ребенка, но еще пока вообще нет ни о чем говорить здесь. Максимальный уровень обаяния у нас 9 из 10, практически добили. Поцеловать 10 разных симов мы поцеловали пока что 4, и у нас отношения с, соответственно, этими же 4 девушками одновременно, и они должны быть хорошими, так что добро пожаловать в ад. Нужно завести отношения с коллегой, как раз таки в этом эпизоде мы и будем искать нашу коллегу, с которой мы начнем отношения. Также нам нужно сбежать со свадьбы с коллегой перед алтарем. К сожалению, сейчас это невозможно сделать в игре, потому что это правила очень старые. Но, тем не менее, мы что-нибудь как-нибудь придумаем, как мы это сделаем. Потом выйти замуж только во взрослой стадии. До этого нам еще нужно дождаться. И от супруга родить еще одного ребенка. Дети должны быть друг другу врагами. Но это все мы сделать уже сможем только потом, уже во взрослой стадии. Так что до этого еще пока что далеко. Вот. Я и сразу извиняюсь за то, что видео такое короткое, все из-за того, что я, если вы вдруг не знаете, перехожу на английский, и поэтому это видео будет с субтитрами, и уже следующее я буду снимать полностью на английском. Вот, поэтому я просто его уже снял таким, тогда я еще даже не думала о том, что я буду переходить на английский, когда я его снимал. Вот, а сейчас я об этом знаю, и я не хочу доснимать его на русском, к тому же все вспоминать. Плюс, ну, следующая серия чуть-чуть по-другому начнется. Ну, вы все увидите. Вот, так что да, приятного просмотра. Дом перекрасился в красный цвет. Я так и не разобрался с вот этой частью. Подождите, пожалуйста. Вот теперь дом окрасился в красный цвет. Да, потому что у нас осталось только 2 красных поколения. Ой, в смысле, 2 человека из красного поколения. Да что ж ты будешь делать-то? Почему везде какой-то трэш? Кстати, я продал все, что было в инвентаре у нее. Ну, то, что после смерти мне попало в инвентарь. Я все удалил, и теперь у нас 181 тысяча. И как бы это дохуище, блядь. Прям очень дохуище. Я в шоках, если честно. Окей, значит, ты идешь пиздиться. А ты идешь звонить в участок. Так, хватит пиздеть. Ты дождался, когда наша мать сдохнет, да, чтобы просто ограбить нас? Правильно понимаю? Вот, мне кажется, что мы сейчас, кстати, по челленджу полетим вообще. Ну вот что-то мне подсказывает. Что мы там копошились в этом универе. Потом как полетим? Вообще, кстати, это очень часто так, потому что я начинаю с больших проблем. То есть карьера, навык. Да, навыки иногда. Вот. И типа это довольно тяжелая вещь. Типа его просто так не сделаешь за 5 секунд. 2000. Почти столько же, сколько его мама зарабатывала, блядь, нихуя себе. Бодрить себя.
Надо бы диван, наверное, побольше прикупить. И вообще, в принципе, гостиную сделать, что ли. Но тоже в следующий раз я устала, если честно, что-то строить. Так. Ну ты заебала избивать этого динозавра, Вайпер. Ты уже мертва. Успокойся. Кто там опять погиб? Дмитрий? В смысле? Что? Что? Чего? Ебать. От чего она хоть умерла? Неизвестно. Ебать. Это, ну, типа, -1 получается. У меня теперь 3 из 8 партнера. Я-то хотела, чтобы у меня было 8 одновременно. Но, с другой стороны, это хорошо. Потому что у меня... Она, кстати, блядь, она еще и недавно приходила, но я ее отправил домой. Бля. Лилия, что случилось-то с тобой? Ну все, нет, я не буду с ним встречаться, когда она призрак. Она, кстати, у меня уже больше и не девушка. Охуеть, в 2 часа ночи умерла. Что случилось-то там вообще? Трэш. Ну, все-таки он как политик, да, он должен держать себя в руках, даже когда все хреново. Вот сейчас он берет отгул, конечно. Но все равно, как бы держать себя в руках он должен уметь. Конечно. Хуя себе. Прозрел, блядь. Мальчик. Я надеюсь, что сегодня будет какое-то особенное предложение. М? Мальчик. Мы 3 недели не общались, мальчик. Где мое кольцо? Мальчик. Где мы, ёманый рот? О, нихуя себе. Ну, это я, опять же, предложила, не он, но тем не менее. Причем это их первый секс вообще-то. Блядь, тебе норм? Может, съебешь? Спасибо. Ты ебанутый? Ты ебанутая? Скажи мне. Белл, ты ебанутая? Ты с моим братом встречаешься и скоро переедешь к нему, блядь. Ты ебанутая? Белла. Блядь, что-то сегодня все ебанутые. Они оба довольно много зарабатывают, что удивительно для меня. Если честно, я не ожидал, особенно от... Как ее зовут, блядь? Перчинки. Особенно от перчинки я этого не ожидала, если честно. Так, ладно. Тебя тоже надо выгулить сегодня. Не знаю, предложит ли она мне это в этот раз, но в прошлый раз она мне предложила съехаться. И я, в общем-то, согласился. Просто я был в общаге. Напоминаю, просто для тех, кто не смотрел вдруг. Вот. Поэтому сейчас, как будто бы, мы должны все-таки съехаться. Она все еще грустная. Почему, блядь? Ну с какой? Ну вот, ну как? В каком месте, блядь, вот так вот это происходит? Так, собачка! Блядь, а я не знаю, это ее собака или нет. Но мы ее забираем. Теперь это наша собака. Так, ваши деньги мне не нужны, оставьте их себе. Так, кстати. Демьян. Демьян. Я помню его. Прикольно. Так.
Ну-ка, мне интересно. Блядь, а у тебя... Ну, извини. А, это все твои братья и сестры. Так, ну мы все. У тебя будет хуёвый день. Потому что не засчиталось. Он на судью похож, кстати, но на исполнителя. Так. Я как раз думала о том, чтобы ему собачку завести. Вы представляете? Вот это случается, блядь. Нихуя себе. Ну, подожди, я же, блядь... Или я не могу? Вот, упрямая, шумная, независимая. Ой, блядь, какая пиздец. Мне до взросления 22, а я почему это вижу, блядь, вообще? Окей. Не знаю, что это может так посмотреть. Так, ладно. Давай ты попросить лечь Стелла. Ага, уходи отсюда. Нахуй ты сюда приперлась вообще, блядь? Чтобы что? Иди спать вообще. Угу. А как познакомиться с коллегами? О, это очень мило вообще-то было. А я просто не знаю, как мне еще, в принципе, узнать. Так, смотри. Карьера. Политик. Наталья Гот. Я ее вообще не знаю, блядь. Наталья Гот. Как мне с ней познакомиться? Может быть, она живет с готами? Может быть, она где-то живет, блядь, давай так. Потому что они же отсюда переехали 100%. Ого, я нашел, где живет Никита. Совершенно случайно. Туда бы, кстати, тоже съездить вообще-то. Это будет тяжелее, чем я думал. Я хочу как будто бы поднять ей настроение, потому что что-то оно не очень... Это был где-то, блядь, любовь. Кстати, интересно. Очень привлекательный класс. Короче. Теперь я думаю, что нам стоит поторопиться. Опять. Потому что нам осталось всего 6 дней до взросления. А у нас теперь 4 партнера всего. Я хотела с 2 коллегами замутить, но я едва нашел одного коллегу. Ой, кстати, Беатрис, мы, по-моему, хотели с ней замутить. Бля. Сука. Да, привет. Вот мразь, блядь. Да, привет. Давно не виделись. Блядь. Какой пиздец. Окей, знаешь что? Давай... С тобой мы пойдем. Ты куда, блядь, за нами идешь, сука? А, это Майра. Майра, отъебись, пожалуйста. Мне похуй на тебя. Так, хорошо. Теперь, когда глаза другой нашей пассии
достаточно далеко, чтобы этого не увидеть. Она еще очень стрёмно почему-то выглядит. Окей. Блять, куда бы ее пригласить на свидание? Чтоб там никого не было, нахуй. На пляж? Окей, пригласим ее на пляж. Она пожилая, блядь. Она еще вчера была взрослой. Сука, нам надо очень сильно поторапливаться. Иначе она просто умрет. Трэш. А тебе она все еще очень нравится? Она тебе все еще очень нравится. Какой ж ты беспринципный, да? Хорошо. Так, ладно. Значит, включаем наше обаяние на максимум. Вот она в шоке вообще, конечно. Такая, о, бля. Бля, что-то, кажется, мы веса набрали, кстати. Чего, блядь? Ладно, я теперь вообще перестал понимать, как это, блядь, работает. Zombo. Jamsa? Все, она согласилась бросить партнера, да? Ой, блядь. Ну, типа... Как тяжело, блядь. Ладно. Окей. Хуя себе. Так. Но. Ух. Сейчас будет все очень быстро. Так, ты, во-первых. Ты еще единственный, кто работает у вас дома, блядь. Ну, извините. Так, ты. Dabishi Savara. Oh, Tanquil Monzo Bouchard. Ну, так-то мы расстались, так что да. Все, это разведенка, да? Хорошо. У меня нету 2 дней женщина. Так, во-первых, мы, кстати, выполнили уже завести отношения с коллегой, потому что она непосредственно единственная наша коллега во всем мире. Как-то так получилось. Причем... А, это... Подожди, это я? Она причем самый начинающий, блядь. Так. Oh. Mersha? Abdullah. Batish. Так, отлично. И самое сложное, что нужно сделать, это сбежать со свадьбы с коллегой перед алтарем. К сожалению, из-за нашей ситуации сейчас мы не можем устроить свадьбу. Или можем? Погоди-ка. Более того, по-моему, сейчас
нету... эм, Нет возможности сбежать во время свадьбы. Но в теории мы можем попробовать. Да, я только что сохранился. И подожди, а мы можем, ну, типа... Сейчас такая афера, блядь. Свадебное событие. Свадебная церемония. Все. Так, отлично. Таки более официально. Теперь это у нас... Давай, мне нужно поставить свадебный арку. Вот, началось. Как это остановить? Типа, это единственный способ, как я знаю, как это сделать. Но нету именно, типа, сбежать со свадьбы, как было раньше. Oh. Mooney Bradshaw. Pog. Так. Ну, Robin Benoit. Tuna. окей. Так, а можно закончить свадебную церемонию? Извини. Разрывают помолвку. Ну, это типа вот максимум, который я могу это сделать. Да, а можно мне теперь, собственно, закончить свадебную церемонию? Как бы тебе не сдохнуть с этой всей хуйней. Так, и, соответственно, ты хочешь выйти из семьи и переехать после всего говна, что только что случилось. Так, и чтобы тебя не обдалять, мы тебе дадим 10 тысяч. Ну, потому что как будто бы мы ее из семьи-то вытащили, понимаешь? Блять, еще ни на один дом ей не хватает при этом. Санмишину тоже тебе ни на один дом не хватит? Нет, слушай, на что-то хватает. Короче, сейчас я расскажу, что я сделал и зачем я это сделал. Все. Это трэш, это такой трэш, господи. Так, ну, я считаю, что мы это сделали, потому что мы перед алтарем ее и бросили, собственно. Это получилось не совсем так, как бы задумывалось, но тем не менее. И расскажу, почему все произошло так быстро. Я постараюсь говорить потише. Все произошло так быстро, потому что, во-первых, она уже старенькая, а значит, ей недолго осталось. А во-вторых, она единственная наша коллега, которая только начала работать. А в-третьих, она предложила съехаться, а у нас дома Белла, наша девушка, которая беременна от нас сейчас, чтобы родить нам первого ребенка. И если бы они обе одновременно были бы у меня в доме, это был бы сущий ад. Поэтому мне пришлось очень быстро реагировать. Подожди. Это оно не обновилось просто. Да, так что, по сути, мы еще, кстати, получается, поцеловали еще одного Симу, то есть у нас уже 5 из 10. Отношений 3 из 8. Так что, да, надо как бы наращивать эту хуйню тоже. Ну, это пиздец.
Ну, на этом сегодня все. Вот такая вот быстрая, сумасшедшая серия. Может быть, я и продолжу, кстати, выпускать вот так вот по коротеньким. Не знаю, как пойдет. В любом случае, давайте посмотрим, что же мы сделали за эту серию и что нам еще осталось с вами сделать. Завершить жизненные цели романтик. Мы практически завершили эту стадию, но пока еще не до конца. Завершить карьеру политик все еще 8 из 10. Ну, ничего страшного. Мы уже стараемся не на этом акцентировать внимание, не на карьере. Мы это делали в предыдущих сериях. У нас все еще нет ребенка, но наша девушка беременна, так что, возможно, скоро будет. Максимальный уровень обаяния пока что все тот же. Поцеловать 10 разных симов мы поцеловали еще одного нашего коллегу. К сожалению, у нас умерла девушка, поэтому это минус один партнер. Вообще непонятно, как она умерла и каким образом. Каким образом, да. Вообще непонятно, каким образом она умерла. Вот, и мне очень бы хотелось знать. Но умерла и умерла. Бывает у нас из-за этого сейчас депрессия, вообще-то горе. Вот, мы заодно завели отношения с коллегой, сбежали со свадьбы с коллегой перед алтарем. И нам осталось во взрослой стадии случайно встретить будущего коллегу, выйти замуж только во взрослой стадии, от супруга родить еще одного ребенка, и дети должны быть друг другу врагами. Но это все мы сможем сделать только потом. Вот. Сейчас я, наверное, в следующей серии уже нацелюсь на 8 разных партнеров одновременно, потому что что-то как-то с этим все тяжело. А ведь главное, что это выполнить один раз, и я, конечно, буду стараться поддерживать с ними отношения, но это уже будет не обязательно. А сейчас может так случиться, что у меня половина партнеров опять умрет, и мне придется каждый раз искать новых, потому что я хочу именно 8 одновременно. В оригинальных правилах этого нет, в оригинальных правилах просто должно быть 8. Но мне кажется, что интереснее будет, если будет 8 одновременно с хорошими отношениями, а не так тяп-ляп. Потому что тяп-ляп очень легко сделать. Ладно, в любом случае на это все. Спасибо, что вы смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И на это все. Пока-пока. Удачи!